Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это вечерний обзор. Давайте рассмотрим с вами текущую ситуацию, какие есть новости, какие события произошли. Ну и что нам ждать на вечерней сессии, как закроется эта чудесная неделя. Давайте календарик посмотрим. Сегодня, ну из того, что играет очень большую роль, вышли данные по инфляции, индексу потребительских цен в еврозоне. Но там все стабильно, как прогноз предполагали 3%, так этот прогноз и есть. Реализован 3%. Это чуть больше предыдущих значений, но тем не менее Европа достаточно предсказуема, в отличие от Соединенных Штатов. И в этом, конечно, ее и сила, и слабость, что она более инертная и менее динамичная, в отличие от США. Так, вот индекс настроения потребителей от Мичиганского университета чуть меньше прогноза, но это все равно больше предыдущего значения. Так что здесь все отлично, можно сказать. Число активных буровых пока не вышло. Так, здесь, в Соединенных Штатах, через несколько недель начнется новое увлекательное шоу, которое будет называться «Давайте согласуем увеличение долга». Ну, разумеется, Байден об этом событии предупредил, и что в момент, когда будет решаться вопрос с пролонгацией, очередной пролонгацией, то есть там очень часто бывает кипят страсти, не всегда, конечно, кипят, но здесь, поскольку сейчас общество у них поляризовано очень сильно, весьма вероятно, этот вопрос будут решать, ну, какое-то длительное время. Ну, а пока его решают, возможен дефолт и возможно нарушение платежей по обязательствам США, выплата госслужащим и так далее и тому подобное. То есть уже как бы Байден предупреждает, говорит, но, давайте так, чтобы Соединенным Штатам кредитный рейтинг не понизили из-за этого. Ну, вот тоже такая ситуация, она достаточно парадоксальная. С одной стороны, как бы, если есть дефолты и невыплаты, то это, по сути, получается снижение рейтинга. Но в Соединенных Штатах все, что они должны в национальной валюте, которую, в принципе, они могут, если потребуется, выпустить неограниченное количество, ну, гипотетически. Конечно, они на такой шаг не пойдут, но здесь вот есть определенный финансовый парадокс, что расчеты, все эти рейтингов и так далее, они не учитывают такой момент, что вот если у вас обязательства, то есть, грубо говоря, если вы должны в виде тех бумажек с вашими подписями, которые вы можете произвести сколько угодно, то какой будет у вас кредитный рейтинг? Ну, вообще гипотетически кредитный рейтинг всегда будет самый высокий. Там AAA или там 5A, какой полагается в такой ситуации. Но тем не менее, то есть технический момент заключается в том, что рейтинг могут понизить, если будут дефолты. И помимо того, что будут неплатежи, будут страдать люди, может увеличиваться ставки по различным финансовым инструментам. И, соответственно, это приведет к тому, что ситуация может усугубиться. В обычное время периодически этот процесс очень болезненно проходил, не всегда, но бывали случаи, особенно при Трампе, там целый цирк организовывали на этот счет. Ну и здесь накладывается, получается, это событие на решение, которое будет связано с тем, как сокращать меры смягчения. Соответственно, здесь будет двойная интрига. Ну и плюс еще рождественское ралли. То есть вот найдет ли себе силы американский истеблишмент испортить людям новогоднее ралли, рождественское ралли и новогодние праздники. Так, вот интересный такой момент. Bloomberg провел опрос наиболее там, представительных экономистов по поводу того, что они ожидают от действий ФРС в обозримом будущем. Ну и здесь получили следующую раскладку. 67% считают, что в ноябре будет анонсировано о сокращении выкупа облигаций. Но мне видится, это не совсем так. Почему это не совсем так? Дело в том, что по поводу сокращения выкупа облигаций уже заявляется очень много раз. И поэтому чем ноябрьское заявление от августовских или сентябрьских будет отличаться, я вот ума не приложу. Здесь, мне кажется, наоборот, надо будет действовать предельно аккуратно для того, чтобы не нарушить хрупкий баланс чудесного Рождества и рост акций под Рождество. И поэтому, вот честно скажу, мне этот опрос, он не совсем понятен.
То есть, ну, что они такого объявят в ноябре, если они периодически и так это объявляют? То Пауэлл, то Каплан, то еще там кто-нибудь вылезет и на ушко нашепчет. Поэтому не совсем понятна вот эта закономерность мне, что они здесь имеют в виду и что они хотят. Более интересен другой график. Это по поводу поднятия ставок, как они будут проходить. То есть ожидают, что в декабре 2022 года будет 0,25, ну такая же, как и получается сейчас. Там на самом деле диапазон ставок от 0 до 0,25 или до 0,5, там разные есть ставки по разным операциям. То есть не видит особо существенного изменения до 2023 года. А вот в 2023 году уже предполагается будет 0,75, то есть подъем ставки до 0,20, до 0,75 на 0,5%. Ну и в 2024 году уже 1,5%, и выход на нормальную ставку 2,5% уже будет потом в отдалении после 2024 года. То есть, как вы видите, никто не ждет резких движений в плане увеличения процентных ставок. Так, ну и вот дальше интересная такая зависимость получена по факту этого же опроса относительно того, какие ожидания. Так, ну вот здесь зависимости имеют следующий характер. Ну здесь вот меня в большей степени интересует ожидания по поводу ВВП. То есть предполагается, что в 2021 году рост ВВП будет 6%, далее в 2022 3,5%, и потом рост ВВП будет постепенно затухать. Ну, как бы на самом деле для развитых стран, западных, для них, ну, оптимально, если рост ВВП от 1,5 до 2,5%. Если меньше 1,5%, начинается стагнация. Если больше 2,5%, то значит, наверное, она становится развивающейся. То есть там идет какой-то бурный рост, бурный процесс открытия новых рынков и так далее и тому подобное. Так, ну и вот то, что касается ожиданий по безработице. Предполагается, что в конце 2021 года безработица общая будет 4,7%. В 2022 году она снизится и, соответственно, будет плата в 2023-2024, а потом она немножко вырастет и вернется к естественным значениям 4%. Так, ну вот ожидания по поводу инфляции. 2021 год 3,85 и потом постепенно будет уход к 2%. Так, друзья, ну вот дальше что тут еще интересного. Инфлюенсеры с Уолл-стрит зарабатывают 500 тысяч долларов, но это речь идет о годовом доходе, и опережают топ-менеджеров американских банков. Все, надо переезжать на Уолл-стрит. Так, друзья, вот еще такой момент. По Соединенным Штатам вышли достаточно позитивные данные по розничным продажам. Вчера это было. Вот. Но нюанс заключается в том, что дьявол-то прячется в мелочах. Потому что эти данные по продажам, они не скорректированы на возросшую инфляцию. Ну, точнее, они какие-то скорректированы, какие-то не скорректированы. И по сути, как бы получается, что несмотря на то, что вчера сведения, которые вышли позитивны, на самом деле американцы особого энтузиазма не испытывают. Они наоборот отмечают некоторые негативные отношения к возросшим ценам на дома, на машины и, соответственно, настроение не айс. И здесь надо четко понимать, что Америка, она вся держится на потреблении. То есть, если там потребление не айс, то, соответственно, экономика будет не айс, а если будет экономика не айс, то будет плохо всему миру, потому что весь мир завязан на этом жерле, который все пожирает и перерабатывает. Но опять же, это к вопросу о решении ФРС и по началу сокращения выкупа активов. То есть, скорее всего, в этом году ничего сокращать не будут. То, что там экономисты считают, что в ноябре будет заявлено о сроках сокращения выкупа, ну, там постоянно кто-то заявляет что-то. Каплан выйдет, заявит, Пауэлл выйдет, заявит на следующей неделе. Но эти заявления, они по сути, я думаю, не будут кардинально менять тренд развития и действия ФРС. Потому что ФРС нужен устойчивый рост экономики, чтобы раскрутить маховик потребления. Соответственно, те действия, которые к этому не ведут, то есть к увеличению потребления, к снижению безработицы, они ФРС будут игнорироваться, либо на самом деле не производиться.
И здесь, кстати, опять по поводу вот цели существования и действий Центробанка там или Национального банка, как угодно можно называть эту структуру. То есть у ФРС цель вполне определенная. У нее цель это рост экономики, рост потребления, рост благосостояния. Инфляция для нее стоит там на каком-то энном месте. Да, они на инфляцию смотрят, но для них это не какой-то идол и не какая-то мантра, что вот все сводится к контролю инфляции. Захотели, отпустили. Просто они как бы понимают, что тоже ее совсем нельзя отпускать и не контролировать. Потому что последний инцидент был в 70-е годы, когда начали шутить с инфляцией, и она вырвалась из уздец. Вот. Соответственно, конечно, этот опыт помнят и стараются максимально сделать так, с одной стороны, ну, приоритет экономическому росту и потреблению. Инфляция потом. В отличие от некоторых других центробанков, которые ориентируются только на то, чтобы инфляцию сдерживать. Ну и по поводу вот этого графика, здесь, собственно говоря, это еще один вклад в копилку того, что ФРС не будет на самом деле торопиться. Ну, с повышением ключевой и иных ставок она точно не будет торопиться, а с сокращением выкупа активов она тоже не будет торопиться. Периодически, конечно, будут заявления, которые усилят волатильность. Но на самом деле здесь реальных действий, я так думаю, не последует. До следующего года ничего не будет. Так, друзья, и так далее. В Америке опять начался рост цен на поддержанные машины. На самом деле это было вполне ожидаемо. Когда начинаются заявления о том, что сбоят поставки новых машин делается меньше, это, естественно, приводит к росту стоимости поддержанных машин. Как говорил Черномырдин, никогда не было и вдруг опять. Но вполне естественное движение в экономике и еще одна проблема, которая будет оказывать влияние на инфляцию. То есть здесь, я так думаю, в ближайшее время, вот как ФРС э, сможет ювелирно разрулить вопрос, связанный с инфляцией, потому что набегает очень много факторов, несмотря на то, что Джером Пауэлл и многие другие управляющие и чиновники финансовые Соединенных Штатов утверждают, что все как бы песня инфляции спета, она теперь будет проседать, но тогда возникает вопрос, куда денутся эти деньги, которые напечатали. Вот инфляция это же что такое? Это рост цен. Почему происходит рост цены? Ну, потому что, утрированно говоря, растет денежная масса. Если выросла денежная масса, а количество товаров и услуг не стало больше, то вопрос, куда делись деньги? Ну, здесь как бы существует фондовый рынок, рынок деривативов, куда эти деньги пичкают и загоняют. Вот, соответственно, если приток на фондовый рынок и в рынок деривативов останавливается, то эта денежная масса, она будет вываливаться наружу и на все давить. Соответственно, вопрос еще заключается в другом. Вот если уходят деривативы, в какие деривативы? Если это деривативы на нефть и газ, то это совсем не айс. Потому что тогда, если есть диспропорции в спросе и предложении, то есть то, что мы видим сейчас с газом происходит, газа нехватка объективно, цены на газ начинают раздуваться. Но они раздуваются не потому, что туда идут деньги. То есть деньги туда идут, но это вопрос технический. Фундаментально они раздуваются, потому что нехватка газа. Дальше возникает следующая итерация. Если раздулись цены на газ, газ же это не просто какой-то абстрактный актив, который там где-то в трубах проходит или где-то лежит в хранилищах. Нет, газ нужен для производства электроэнергии и отопления. Соответственно, вырос газ, сильно вырос газ. Будут расти затраты на электроэнергию, на отопление. Как следствие будет увеличиваться стоимость жизни, стоимость производства, стоимость товаров, стоимость услуг. И поэтому оптимизм Пауэлла по поводу того, что инфляция возьмет куда-то и спрячется, мне не совсем понятен. Вот мне очень интересно, как они будут решать вопрос с инфляцией, потому что инфляция, она может, даже если они ее сейчас спрячут, она через полгода опять может вылезти внезапно. И здесь один из существенных вопросов – это рост американского фондового рынка. Если он растет, ненужные отработанные деньги, которые уже создали экономический рост, их загоняют в этот как подковник фондовый рынок. Есть рынок деривативов, но надежнее, конечно, фондовый рынок. Вот. Вопрос тогда, что будет с американским фондовым рынком. Если этот процесс успешно функционирует, то мы можем увидеть любые значения по американскому фондовому рынку
Ну, по крайней мере, до того момента, пока не начнут массово продавать. Так, друзья, вот смотрите, еще такой интересный момент, который касается Соединенных Штатов. Правительство Соединенных Штатов нуждается в новом плане покупки технологий. Они очень обеспокоены тем, что сложившаяся практика приобретения различных технологических решений, она может ну, негативно повлиять вообще в принципе на развитие и госсектора, и американского хай-тека. Почему? Потому что они обратили внимание, что происходит, допустим, ну, какой-то тендер, какое-то решение, побеждает одна компания. Вот недавно был инцидент, когда там боролись Amazon и Microsoft. Там один победил, другой оспорил и так далее. Эту практику проанализировали и пришли к выводу, что надо менять. То есть в тендере там либо побеждает две компании, либо создают механизм, который позволит подключать других участников рынка. И, соответственно, таким образом за счет создания конкуренции предполагается, что результат и технологических изменений в американском госсекторе и вообще в целом в Соединенных Штатах будет улучшаться. На самом деле идея вполне здравая, и самое главное, вот эти все монопольные монстры, которые как змеи хотят где-нибудь пригреться и получать сверхприбыль за счет того, что будет падать качество и, соответственно, ухудшаться условия. Вот американцы проанализировали и пришли к выводу, что надо всю систему тендеров менять и, соответственно, делать ее гибче и многовекторной. Ну, идея вполне здравая и весьма инновационная. То есть как бы они уже даже до этого дошли для того, чтобы улучшить показатели американского хай-тека, сделать его более конкурентным, и чтобы он смог успешно бороться и конкурировать с Китаем. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Начнем мы с Викса, поскольку Викс сейчас всему голова. Ну, смотрите, недельный таймфрейм указывает на то, что вот такое вот волшебное движение прежде времени сформировалось и пошло. Так, ну переходя на дневку, здесь у нас следующая ситуация. Несмотря на то, что 18,5 было пробито, пропорото, у нас остается вот этот диапазон 21,15, 18,5. Соответственно, если крышечку эту мы не пробиваем сегодня и закрываемся под этим значением, то весьма вероятно в понедельник мы увидим проторговку в этом повышенном диапазоне. Но если, соответственно, здесь будет пробой, то его может унести очень высоко, в район 25, а то и 32. Здесь, смотрите, ситуация, она двоякая. С одной стороны, такое движение, оно указывает на то, что система, она несколько нестабильна. Но есть и другой момент положительный, когда идет такое движение, в отличие вот от такого шпилеобразного. Когда происходит такое движение, здесь очень часто идет разгрузка позиций, потому что крупные игроки, да и мелкие игроки, они смотрят, что пока роста не происходит и начинают фиксировать прибыль. Если такой процесс развивается, такой пилообразный, без, скажем так, длительной консолидации поджатой, то, соответственно, вот это все движение, оно приходит к тому, что происходит пшик и спускание вниз. Но это касается не только Викса, просто на Виксе вот эти все циклические зависимости, они очень хорошо видны. И, соответственно, Викс, когда Викс чихает, то все остальное начинает сыпаться. Поэтому текущая неделя, в зависимости от закрытия Викса, она покажет, будет ли драма в понедельник или не будет. Но у нас как бы получается там целый набор ключевых дат. Это и понедельник, потом среда, когда по ФРС решение. Вот. И, соответственно, вот эти 3 дня в начале следующей недели, они будут очень бодрыми. Но сегодня, судя по всему, по ВИКСу движение в основном состоялось, и он будет консолидироваться и пытаться откатиться и закрыться в районе 18,5. По крайней мере, вот исходя из динамики движения, мне вот это в наибольшей степени приходит на ум. Так, друзья, индекс доллара прошил он 92,9. И, соответственно, теперь смотрим, какое будет закрытие. Скорее всего, закрытие будет над 92,9. И тогда как-то не коррелирует все это движение с волшебными 7-летними циклами по укреплению ослабления доллара. Получается, если мы вот это движение формируем, закрепляем свыше 92,9, у нас следующая цель движения, ну как минимум, это 93,7. Так, друзья, далее S&P 500 дневной таймфрейм. Ну смотрите,
Вот мы пришли на волшебный уровень 4450. Здесь смотрим, что будет. Если здесь возникает пробой и закрытие под ним, ну, даже уже не только под ним, а 4430, то, соответственно, понедельник у нас обещает быть очень веселым. Возможно, даже движение вот сюда, вот на 4352. Так, друзья, дальше давайте одним глазком мы посмотрим эфиринки, что тут происходит. Ну, смотрите, вот тут четко обозначился диапазон 3400-3375. Соответственно, если пробитие этого диапазона сегодня-завтра не происходит, то у нас отсюда идет уже в субботу-воскресенье движение, у которого цель потестить и пробить 3680. И, соответственно, надо переписывать максимум, чтобы я мог там с хорошей прибылью закрыть позиции. Так, друзья, далее золото. Ну, давайте вот часовик посмотрим. Золото сегодня, конечно, это трешак. Но здесь надо четко понимать, что оно зависит от индекса доллара. Когда индекс доллара улетает в космос, золото, оно просто автоматом, его просто списывают со счета и все. Да, здесь вот это произошло движение, которое крайне негативное. И вот исходя из ситуации, которая возникла, по логике вещей должно быть движение, которое уже пробьет 1745 и устремит его на 1680, возможно 1650. Но когда мы пришли вот сюда, в эту точку, здесь, видимо, подключились Ротшильды и начали активно все это дело выкупать. Сейчас на текущий момент здесь вполне сформированная разворотная формация, у которой цель движения находится вот здесь вот на 1772. Но, опять же, вы видите, какая волатильность. Соответственно, если индекс доллара начинает расти, то ни о каком росте золота, скорее всего, речь не пойдет. Вообще, вот после того, как вот этот откат произошел, оно должно было идти на 1680. Здесь его откупили. Сейчас вопрос только один. Что будет с индексом доллара? Если индекс доллара уходит переписывать локальные хаи в район 93,7, то, соответственно, по золоту мы увидим, ну, в лучшем случае тестирование 1744, а по-хорошему уход на 1680. Так, друзья, ну и по золоту, переходя на 15-минутку, сейчас вот решается судьба пробития уровня 1754. Если он будет пробит, и здесь будет закрепление, то мы увидим уже сегодня вечером движение, у которого цель будет сходить на 1760, возможно 1763. Ну и, соответственно, если здесь происходит откат с пробитием 1748-1747, у нас отсюда ждет увлекательный заход на 1745. Здесь цели немножко другие, но здесь и таймфрейм тоже немножко другой. Никакой ошибки здесь нету, просто разные таймфреймы, они дают разные цели. Это вполне естественно. Ну и смотрите, такой момент, вот 15-минутка по золоту. Да, если кто-то, скажем так, внимательно изучает ситуацию с фигурами, то здесь вот у нас голова и плечи, которые полностью реализовались. И на текущий момент после консолидации золото собирается отскочить и сходить вот сюда на это значение 1765. Так, друзья, далее нефть. Но смотрите, по нефти ужас прошел. 74,8 немножко покололи, но, соответственно, здесь выкуп произошел. И на текущий момент по нефти весьма вероятно будет вот эта итерация движения на 76,1 и после пробоя в район 77,5-77,8. Здесь есть новая поддержка, точнее как новая, она уже до этого была озвучена. Это 74,4, 74,3, но ключевой уровень здесь 74,8. Основные все движения будут вокруг него, я так предполагаю, проходить. И к нему будет так или иначе происходить возврат. Но пробой 74,3, 74,4 приведет к существенной просадке. Ну как существенной? По нынешним временам она существенная, но по старым временам она несущественная, потому что 73,2 это тоже хорошая цена. Так, друзья, далее РТС, фьючерс на индекс РТС. Ну, смотрите, здесь все достаточно оптимистично. Попроседали и все. Вот сейчас мы закрепляемся на 172 850. И отсюда идет поэтапное движение. Первая цель 174 тысячи, и потом движение вот сюда вот на 175 850.
Да, есть определенные риски, которые связаны с российскими выборами, которые на этих выходных. Уже Европарламент принял грозный манифест, но надо понимать, что манифест – это манифест, а действие – это разные вещи. Ну и потом обращаю внимание, что на самом деле проблема, она не в геополитике. Геополитика – это искра, а экономика и социум – это, соответственно, пороховая бочка. И поэтому геополитика, она всего лишь обостряет те нестыковки, противоречия и диссонансы, которые есть внутри. Так, друзья, далее рубль-доллар. Ну, смотрите, как невысока нефть, но рубль-доллар начинает расти. Доллар против рубля. Вот здесь немножко мы не добили цель. Ну как, 72,9 сделали, но, конечно, для пущей уверенности надо было 73, 73,1. 72,9 тоже вполне подходит для того, чтобы произошел коррекционный откатик на 72,6. Но должен сказать, что сейчас, как вы видите, для укрепления рубля оснований особых нету. Да, может отскочить нефть, и это достаточно вероятно, но при этом есть фактор индекса доллара. Вот эта квартальная экспирация, как она, колдовская пятница, там 4 этих самых события, которые сочетаются в одном флаконе. И потом заседание ФРС, которое в среду. То есть здесь как бы все основания есть для того, чтобы рубль в ближайшие дни потестил 73,6 и закрепился на ней. На сегодня, что касается сегодняшнего дня, давайте посмотрим часовик. Так, ну и здесь по часовику у нас идет движение, у которого цель все-таки отработать вот этот уровень 73.08, 73.05. Но сейчас на текущий момент, вы видите, мы вот пришли на 72.75, он немножко здесь подзавис. Соответственно, если будет коррекционный откат с пробитием 72.65, вот здесь вот, то нас ждет закрытие где-то в районе 72.43, 72.45. Ну или, по крайней мере, движение и потом отскок. Но, как вы сами видите, здесь никаких оснований для укрепления рубля просто не наблюдается. При всем желании все, даже при такой нефти, разворот и какое-то движение, пусть даже небольшое, но на рост доллара. Так, друзья, ну все, что-то у нас затянулось, я очень увлекся. Очень сегодня динамичный день. Спасибо за внимание. Успешных торгов.